После образования Галактической Империи многие молодые, амбициозные люди вступили в ряды Имперского флота. Среди них был и лейтенант Грег, который после окончания учебы в Академии занял скромную должность на Звездном Разрушителе в качестве специалиста по обработке данных. Однажды на Звездный Разрушитель, где нес службу лейтенант, прибыл Дарт Вейдер. Он был занят поисками убийцы, который проник в тюрьму Иса-Л-8 и застрелил ценного пленника, обладавшего информацией об уцелевшем джедае по имени Дас Дженнир. Кроме того, он похитил важные сведения из имперской базы данных, что могло помешать планам Палпатина. Полагая, что убийца может привести его к джедаю, Вейдер был полон решимости разыскать его как можно скорее. Хотя поиск злоумышленника и был его основным заданием, полученным от Палпатина, все, о чем мог думать Темный Лорд, это о своей встрече и поединке с джедаем Дассом Дженниром. Но Вейдер должен был держать это в тайне, поскольку он уже неоднократно получал выговоры от Палпатина за свою одержимость охотой на джедаев. Уже много часов Вейдер находился в комнате связи, пока специалисты по обработке данных пытались установить личность убийцы, проникшего в имперские базы данных. «Думаю, я что-то нашел, сэр». «Что такое, лейтенант?» «Рапорт о взломе базы данных». «И откуда пришел этот рапорт?» «С Вондарка, сэр». Вондарк. Это же на другом конце галактики от тюрьмы Иса-Л-8. И какие же данные были украдены, лейтенант?» Отчеты патрульных кораблей. «Повелитель Вейдер ищет джедая! Какой ему толк от кражи отчетов патрулей? Избавьтесь от этого немедленно и...» «Нет, перешлите информацию мне, лейтенант. Капитан, подготовьте мой челнок к отлету на Вондарк в течение часа и проследите, чтобы этот лейтенант попал на борт». «Слушаюсь, повелитель». Интуиция не подвела Вейдера, и обнаруженная Грегом информация в конечном итоге привела их к местонахождению убийцы, с помощью которого Темный Лорд надеялся выйти на след джедая. «Вы отлично постарались, лейтенант. Капитан, приготовьте мой челнок и соберите взвод штурмовиков. Лейтенант Грег, пойдемте со мной». В скором времени корабль Темного Лорда направился по указанным координатам. Убийца, которого звали Фалька Санг, был схвачен Вейдером практически сразу после прибытия, и Грегу было поручено допросить его обо всем, что тот знал о рыцаре-джедае, за которым, как они полагали, он и охотился. Впечатленный навыками Грега, Вейдер втайне от Палпатина сделал лейтенанта своим помощником и правой рукой, основной задачей которого стал поиск выживших джедаев. Получив повышение и похвалу от Вейдера, Грег провел бесчисленное количество часов, просматривая отчеты, которые могли намекнуть на местонахождение беглого джедая. Другим заданием, которое получил молодой лейтенант, было обучение наемного убийцы Фалька Санга, который был захвачен ранее. Империя ценила силу и интеллект, но лишь в тех случаях, когда это было ей выгодно. Поэтому Вейдер решил обучить Фалька Санга, чтобы в будущем использовать его для охоты на джедаев. Хотя поначалу Фалька Санг проявлял непокорность, когда его готовили для работы на Империю, в итоге он стал уважать Вейдера. Это произошло после того, как Темный Лорд впечатлил его своими знаниями технологий космических кораблей, а также подарил ему нового дроида-помощника, поскольку прошлый был уничтожен джедаем Дассом Дженниром. По понятным причинам, их отношения с Грегом вначале тоже не складывались, но в конце концов они стали друзьями. Таким образом, была создана секретная команда из 2 человек. В нее входили лейтенант Грег, главной задачей которого оставался поиск джедаев, и Фалька Санг, который должен был обеспечить, чтобы джедаи не сбежали до прибытия Дарта Вейдера. Но подобные тайны редко удавалось скрыть от Палпатина и его сети шпионов, которые информировали императора обо всем, что делал Грег. Поздней ночью, одной из многих, когда Грег не спал, пытаясь найти джедая для своего повелителя, он получил неожиданный звонок.
Что такое, капрал? Я занят. Да, отрадно видеть такое усердие в столь юном возрасте. Что? Скажите, лейтенант, вы всегда работаете допоздна? Ваше ваше высочество. Я повелитель Вейдер требует результатов и... Да, мой ученик. Чего же он хочет? Я просматриваю архивы, мой господин. Еще отчеты и донесения о любых проявлениях джедайской активности. Продолжайте, лейтенант. И ни слова Вейдеру об этом разговоре. Желая наказать Вейдера, он решил заманить своего ученика, дав ему то, чего он желал больше всего – джедая для сражения. Но, разумеется, с подвохом. Джедаи понимали, что на них вот-вот нападут, так как поймали шпиона Палпатина, который и сообщил ему об их существовании. Поэтому они готовили ловушку для любого из ситхов, который придет за ними. Палпатин знал об этом, но вместо того, чтобы рассказать обо всем Вейдеру, решил поступить иначе. Убедившись, что Вейдер действительно охотится на джедаев за его спиной, в скором времени он вновь позвонил Грегу, чтобы передать ему всю необходимую информацию. Лейтенант, я рад, что вы все еще на своем месте. У меня для вас полезные новости. И опять же, ни слова моему ученику о том, кто вам это сообщил. Как только разговор закончился, Грег сразу же поспешил поделиться информацией с Вейдером. Быстро пролетев по воздушным путям Корусанта, Грег ворвался в главную резиденцию Темного Лорда. Пробежав по коридорам здания, выкрикивая имя Вейдера, Грег добрался до своего повелителя слишком быстро, и когда он вбежал в комнату для медитаций, тот еще не успел полностью надеть свой костюм. Повелитель Вейдер, я нашел Даса Дженира. Где? Кеставель. В регионе колоний. Я нашел его с помощью... Подготовьте гончую. Предупредите капитана Гиллеспи. Скажите, что мы отправляемся через час. Сэр, крейсер Винатор? Но... Да, мой повелитель. По пути на Кеставель, Вейдер созвал командный состав корабля для проведения инструктажа. На собрании также присутствовал и Фалька Санг. Во время обсуждения один из офицеров решил возразить Вейдеру. Но зачем нам наземная операция? Зачем давать шанс противнику сбежать? Почему просто не разбомбить цель с орбиты? Потому что я хочу, чтобы джедаи пали от моей руки. Потому что я хочу бросить их бездыханные тела к ногам Императора. А у Фалька Санга есть инструкции на случай, если джедаи попытаются сбежать. Теперь ясно? По прибытии на место Темный Лорд почувствовал джедаев, которые укрылись в здании казино. Однако, чтобы добраться до них, наземным штурмовым силам предстояло преодолеть длинный мост. Один из офицеров высказал предположение, что тот вполне может быть заминирован. Но Дарт Вейдер решил не медлить и лично возглавил штурмовую команду. Мост действительно взорвался как раз тогда, когда основная масса наземных войск уже находилась на нем. Взрыв отрезал небольшой отряд во главе с Темным Лордом от остальных имперских сил. Но несмотря на произошедшее, Вейдер запретил капитану подбирать его и продолжил операцию, приказав Грегу пристрелить офицера, если тот посмеет вмешиваться в его планы. Обезвредив взрывчатку под второй аркой моста, штурмовой отряд Темного Лорда наконец подошел к центральным воротам, и здесь их ждал очередной сюрприз. Ворота распахнулись, и оттуда хлынул поток топлива. Прекрасно понимая, что сейчас произойдет, Вейдер быстро прыгнул на возвышенность, наблюдая сверху, как его солдат заливает горючим. Долго ждать не пришлось. Из окна здания прилетел горящий факел, который мгновенно воспламенил топливо, взорвав всех солдат, находившихся на мосту. Но даже это не остановило Темного Лорда. Хотя его самого настигло пламя, он тут же прыгнул со своей позиции к центральным воротам. Дас Дженир, сразись со мной!
Однако он не знал, что тот уже покидал планету вместе с другими беглецами, а их отход прикрывал другой джедай – мастер Кай Худорра, который и встретил Вейдера прямо на входе в здание. Худорра оказался достаточно сильным и хитрым противником. Избегая прямого противостояния с Вейдером, он раз за разом обрушивал на Темного Лорда различные предметы, после чего продемонстрировал ему детонатор, пообещав взорвать все здание, похоронив под обломками их обоих. После небольшой словесной перепалки Дарт Вейдер неожиданно метнул в соперника свой световой меч, отрубив ему руку. Затем он потребовал у мастера Худорры немедленно сообщить ему, где находится Дас Дженнир, но получил лишь твердый отказ. Не желая попусту тратить время, он добил раненого джедая и, забрав детонатор, продолжил свои поиски. Вскоре за одной из дверей Темный Лорд почувствовал присутствие силы, но когда он ворвался внутрь, то вместо Даса Дженнира обнаружил связанного шпиона, который сам когда-то был джедаем, а теперь работал на Палпатина, разыскивая для него других джедаев. Пленник попросил Вейдера освободить его, чтобы он мог связаться с их повелителем. Как только Темный Лорд понял, что Палпатин подстроил все это специально, чтобы наказать его за своевольность, он в ярости отрубил голову джедаю-предателю. Одновременно с этим Темный Лорд разжал свою руку и выпустил детонатор, который вместе с телом шпиона упал на пол. В ту же секунду он активировался, что привело к сильному взрыву внутри здания. Вейдер успел выпрыгнуть наружу до момента его обрушения и повис на одной из металлических конструкций, после чего его подобрал Фалька Санг, подлетевший на своем корабле вплотную к горящему зданию. Несмотря на то, что Дасу Дженниру удалось ускользнуть, Темный Лорд не считал проведенную им операцию полным провалом, ведь сегодня от его руки пали двое джедаев, а в будущем он обязательно доберется и до остальных. Впереди его наверняка ждал тяжелый разговор с Палпатином. Но сейчас Дарт Вейдер старался об этом не думать. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.